Парень по имени Рики переехал в новый город. Он был один, поэтому решил взять домашнего питомца. Нашел в интернете адрес ближайшего приюта и отправился туда. Здесь Рики увидел черного лабрадора с большими глазами. Молодой человек взял его. Собаку звали Рэй. В приюте сказали, что он послушный, знает команды, но очень грустный. Новый хозяин дал животному несколько дней на реабилитацию в его доме. Но даже после 2 недель пес был все такой же грустный, не слушался команд и даже не отвлекался на свое имя. Рики решил вернуть собаку в приют. Он начал искать в документах Рэя телефон приюта и наткнулся на какое-то письмо. Открыв его, Рики прочитал следующее: «Кто бы ты ни был, новый хозяин Рэя, это письмо для тебя». Далее старый хозяин рассказал, почему решил отдать пса в приют. Его родители давно умерли, братьев и сестер у него никогда не было. Для него эта собака была единственной семьей, такой же, как и армия. Прежний хозяин с болью в сердце отвозил питомца в приют в тот день, когда ему нужно было отправляться в Ирак. Он сам не знает зачем, но волонтером назвал другое имя пса. Видимо, просто хотел, чтобы только у него осталась незримая нить, соединяющая его и животное. На самом деле пса зовут Танк. Мужчина назвал его так, потому что был танкистом. Далее военный вспоминал, как он и Танк любили играть с теннисными мячиками. Танкиста очень забавляло, когда пес носил в пасти 2 мячика. Старался Танк взять и 3 мячика, но это никак не получалось у него. Предупредил Рики старый хозяин, чтобы он не играл с Танком у дороги. Собака любит бегать за мячами. Однажды его из-за этого чуть не сбил автомобиль. Написал танкист и рецепт самого любимого блюда Танка – жареные рыбы. Он сообщил еще много важного, что в будущем поможет Рики научить собаку слушаться его. Военный очень надеялся, что Танк полюбит нового хозяина так же сильно, как он любил и его. «Если ты из этого района, то, возможно, ты слышал мое имя – Пол Мэлори». Хоть Рики и приехал в город совсем недавно, но это имя он слышал. О Поле говорили все новостные передачи, он погиб несколько недель назад, спасая жизнь 3 сослуживцев. Дочитав письмо до конца, Рики подошел к собаке и тихо на ухо сказал: «Пойдем, Танк, поиграем». Пса как подменили, его уши поднялись, а глаза заблестели. Рики начал гладить собаку, повторяя его имя. Пес был счастлив. Затем Танк побежал в другую комнату и принес в пасти 3 мячика. Рики улыбнулся и сказал: «Мы с тобой не одни, Танк. Пол незримо, но всегда будет с нами».